Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре самые ранние советские фотоаппараты, можно так сказать. По крайней мере, самые массовые ранние советские фотоаппараты. Это фотоаппараты FET, Зоркий и также у меня есть еще модификации Зоркого, Зоркий S. Так уж получилось, что у меня уже подобралась целая небольшая коллекция подобных фотоаппаратов, поэтому я решил про них такой запилить небольшой обзорчик. Начнем мы с фотоаппарата FET, поскольку он первый вышел на сцену и первым появился на горизонте. Поэтому с него и начнем. Ну, про фотоаппарат FET ходит множество мифов и легенд. Про то, что до войны их выпускали беспризорники в коммуне Феликса Эдмундовича Дзержинского на коленке кустарным образом, скопировав фотоаппарат Leica. Я, разумеется, в эти легенды не особо верю, ну, точнее, совсем не верю, потому что прекрасно понимаю, что скопировать фотоаппарат — это не то же самое, что скопировать, скажем, верстак или оконную раму. Для того, чтобы скопировать фотоаппарат, нужна технологическая база, материальная база, наличие грамотных специалистов, подходящего оборудования и технической документации. Поскольку даже такой фотоаппарат, ну, можно сказать, один из самых простых на сегодняшний день, все-таки является сложным технологическим изделием, где требуется просто колоссальная точность изготовления всех его деталей. Соответственно, скорее всего, производство было налажено при помощи иностранных специалистов, как в то время многие другие заводы в советской России налаживались при помощи иностранных специалистов. Например, бурно разворачивалась автомобильная промышленность при помощи американских специалистов из Форда, машиностроение и так далее, и так далее, и так далее. В том числе развернулась и вот такая вот фотографическая промышленность. Скорее всего, приехали иностранные специалисты из Германии, развернули завод, привезли оборудование, привезли документацию. Просто в силу потом изменившихся обстоятельств упоминать о том, что к нам приезжали немецкие специалисты и налаживали производство, стало идеологически, ну, как бы невыгодно. Поэтому и были запущены вот эти байки и легенды о том, что беспризорники организовали массовое производство фотоаппаратов. Ну, в принципе, это отдельная тема, и углубляться в нее сильно не будем. Просто расскажу о самих фотоаппаратах. Как вы поняли, фотоаппарат FET представляет собой практически полную копию фотоаппарата Leica, который производился в Германии в 20-30-е годы. У меня вот на руках фотоаппарат FET, ну, как я понял по каким-то таблицам, примерно 1950 года выпуска, ориентировочно. Отличить довоенные и послевоенные фотоаппараты довольно-таки сложно, потому что каких-то сквозных номеров в те времена не существовало, да и у FET вообще не было вот этой системы с первыми двумя цифрами, обозначающими год выпуска. И по каким-то сериям и годам, и сериям, и номеру на объективе понять тоже очень затруднительно. В данном случае здесь серийный номер 236476. Ну, видимо, это от начала выпуска. Это довольно-таки немалый тираж получается. По номеру объектива я там тоже пытался понять. Тоже понять невозможно, довоенный он или недовоенный. Объектив здесь в данном случае у нас тубусный и так называемый FET 3.5 50 миллиметров. У меня на FET 2, который тоже примерно по косвенным признакам 1956 года, тоже есть такой же объектив, но его отличает одна существенная деталь. Он с просветлением. Вот на более ранней версии он без просветления. Как говорят, до войны они точно все были без просветления, а потом где-то примерно просветление стали наносить, по-моему, где-то с 1950 года, плюс-минус. Но вот у меня в данном экземпляре просветления нет. Что на самом деле дает, ну, очень прикольную и винтажную картинку. Про такие объективы Industar FET у меня есть отдельное видео на канале, где я подробно рассказываю обо всех их нюансах. Так что, если кому-то интересно, можете зайти туда и посмотреть это видео. Сам фотоаппарат представляет собой практически полную копию Leica. Соответственно, это дальномерный фотоаппарат, где мы фокусировку производим при помощи дальномера.
Вот эта лапка участвует в измерении. Соответственно, чем дальше или ближе выдвигается объектив при фокусировке, тем там внутри есть механизм, который позволяет дальномеру определять примерное расстояние. И совмещая два изображения видоискателя, мы определяем, попали мы в фокус или нет. Также стоит заметить, что конструкция, конечно, это очень удачная. Фотоаппарат Leica служил прообразом для многих его многочисленных клонов. Вот здесь очень компактный корпус, один из самых компактных в фото, так сказать, индустрии, особенно на то время. Он небольшой по высоте, достаточно небольшой по толщине. Вот мы можем сравнить его с более поздним Зорки 4. Как мы видим, Зорки намного больше по высоте, несколько толще и, естественно, несколько больше весит. По сути, Leica FET Зорки можно считать такой компактной маленькой камерой, карманной. И благодаря вот этому складывающемуся объективу его действительно можно легко засунуть в карман и использовать в очень таких, скажем, мобильных целях. Ну и фотоаппарат Leica, естественно, в свое время произвел революцию в фотомире. Ну вот и его многочисленные клоны, в том числе FET, тоже имели большой успех. Были выпущены огромными тиражами и FET, и Зорки, и фактически это были первые очень успешные массовые модели фотоаппаратов. Что касается фотоаппарата Зорки, то он начал выпускаться уже после войны в 1948 году. Оборудование с Харьковского завода FET доставили в Красногорск и там развернули новое производство. По сути, это точно такая же модель с какими-то минимальными косметическими отличиями. Если приглядеться, то мы можем увидеть несколько иное в исполнении некоторых деталей. Немного по-разному выполнены какие-то детали корпуса, немного по-разному нанесены гравировки, надписи, риски, в общем, какие-то минимальные косметические отличия имеются. Но по технической базе и функционалу это практически одинаковые фотоаппараты. Здесь раздельный дальномер и здесь, и там. Дальномер имеет базу примерно 4 сантиметра и здесь, и там. Если развернуть обратной стороной, мы здесь увидим два окошка. Одно для дальномера, второе для видоискателя. Видоискатель здесь у нас находится практически над осью объектива. Он немного не над осью, но все-таки очень близко к ней. Поэтому, если вы соберетесь фотографировать, тут, конечно, надо сразу быть готовым к тому, что фотографировать будет еще на одно действие больше. Соответственно, надо сначала сфокусироваться при помощи дальномера, вращая кольцо объектива фокусировки, а потом уже выстраивать кадр при помощи второго окошка. Это не очень удобно, и в дальнейших фотоаппаратах, таких как FET 2, например, от этой идеи отказались, и фокусировка, и выстраивание кадра теперь происходит через одно окошко видоискателя. По объективам, которые применялись на фотоаппарате FET, это складной объектив FET 3.5, или еще у него есть другое название Industar 10. На самом деле очень классный объектив, обзор на него и на другие складные объективы я делал уже на своем канале. Кому интересно, может найти такой ролик. Но по сути, если не брать складную часть, то это по сути объектив Industar 52, широко известный, который мы все прекрасно знаем. Принципиально он отличается только просветлением. Что касается конкретно этого объектива, то он здесь без просветления. А вот на более поздних уже, которые пошли там буквально через год-два, стало наноситься просветление. И на самом деле вот этот объектив с просветлением мне очень понравился, он очень резкий, контрастный и обеспечивает очень интересные цвета. А объектив без просветления довольно такую необычную, мутную, винтажную картинку делает. Поэтому он тоже по-своему интересен. Что касается зорких, то здесь помимо вот таких Юпитеров, Юпитер 3 и Юпитер 8, применялись еще объективы тоже складные. Это Industar 22 и Industar 50.
По исполнению корпуса они практически идентичны. Что касается различий, то, опять же, эти различия в основном связаны с сортами стекла и просветлением. И у Феда, и у Зоркова мы видим здесь диск с выдержками, на котором, в отличие от привычных нам более поздних зенитов, есть 7 выдержек. На более поздних зенитах их обычно 5. Так вот, на более поздних зенитах в основе все тот же вот лейковский затвор, который здесь тоже применяется. И он просуществовал на конвейере практически до 2000-х годов. То есть конструкция очень живучая и, наверное, по-своему удачная. Хотя, может быть, найдутся скептики этого утверждения. На этих фотоаппаратах мы видим 7 выдержек. Это будет 1/20, 1/30, 1/60, 1/100, 1/200 и 1/500 выдержки. На более поздних модификациях фотоаппаратов набор выдержек был несколько изменен и уменьшен. Позже стало 5 выдержек. Вначале была градация следующая: 1/25, 1/50, 1/100, 1/250 и 1/500. Но потом мы пришли к более привычному для нас виду: 1/30, 1/60, 1/125 и 1/250, 1/500. Также мы видим, что и на Зорком, и на Феде у нас доступ к пленке осуществлялся снизу. Нужно было вот таким образом открыть крышку снизу. И таким образом у нас появлялся доступ к пленке. Здесь имеется вот такая катушка своеобразная. И сюда мы вставляем кассету с пленкой, которую нужно было продеть соответствующим образом. И эта процедура не очень простая, она достаточно требует определенной сноровки. Попробую продемонстрировать. Вот таким образом заправляется кассета с пленкой и вставляется внутрь. Затем мы закрываем крышку. При этом пленку надо туда до предела вставить в корпус и повернуть. Вот таким образом закрывается пленочный отсек. Выставляем счетчик кадров. И, по идее, фотоаппарат готов к съемке. Да, можно снимать. Естественно, на обоих фотоаппаратах нужно было выдержку переводить только после взвода затвора. Если переводить раньше, то это чревато поломкой фотоаппарата. Надо признать, что благодаря столь компактному исполнению, особенно если говорить о складной версии объектива, фотоаппарат реально занимает очень мало места и легко помещается в кармане куртки и даже штанов. К тому же он немного весит вместе с объективом порядка 600 грамм. Так что он вполне подходит для такой каждодневной съемки. Ну, если вы, конечно, хотите подобным образом снимать и испытывать такой ретро-вайб. Насколько я понимаю, возможно, я ошибаюсь, у Феда каких-то дальнейших модификаций не было. Была дальше модель FED 2, но это уже другая, так сказать, история. FED 2 уже отличался довольно серьезно. У него был совмещенный дальномер с очень широкой базой. И у него была возможность открывать заднюю крышку полностью. И это давало легкий доступ к пленке. Я здесь открывать не буду, поскольку здесь заряжена пленка. Вот уже полгода. А может даже и год. Ну вот на Зорком 4 мы, в принципе, видим ту же самую конструкцию. То есть вот так мы можем открыть. Здесь также достается катушка. То есть мы видим, это может, так сказать, всю эту кухню в разрезе. Сюда вставляется кассета, сюда вставляется катушка с намотанной пленкой. И осуществляется взвод затвора. Разумеется, заряжать пленку в конструкцию со съемной крышкой гораздо удобнее.
Что касается Зоркого, то у него было еще парочка модификаций. Здесь мы видим, покажу на этом примере. Была еще такая модель, она называлась Зоркий 2. Отличалась она тем, что у нее был добавлен автоспуск. У меня, к сожалению, данной модели нет, поэтому ограничимся картинкой. И также еще была еще такая модификация, которая называлась Зоркий S. Отличалась она тем, что здесь был добавлен синхроконтакт для вспышки. И этот синхроконтакт занимал приличное место, и из-за этого верхняя крышка корпуса стала существенно больше. И все органы управления, так сказать, были вынесены вверх. В общем, этот фотоаппарат стал существенно больше по размерам, ну и частично утратил свой шарм и очарование. Также еще была модификация Зоркий 2S, то есть здесь был и автоспуск, и синхроконтакт для вспышки. Ну и вот, собственно говоря, вот так начиналась история советского фотопрома, массового фотопрома, и вот эти фотоаппараты в различных модификациях, FET, Зоркий, Зоркий 2, Зоркий 2S, Зоркий S, они выпускались просто гигантскими миллионными тиражами, и на рынке их существует огромное количество. Разумеется, в силу возраста все эти фотоаппараты пребывают сейчас в далеко не оптимальной кондиции, скажем так. Если очень постараться, можно найти в очень-очень хорошем состоянии, внешне в основном, и по состоянию оптики. Ну вот как, например, вот в данном случае, практически новенький фотоаппарат. Но, к сожалению, на большинстве из этих фотоаппаратов в силу возраста шторки уже рассохлись, потрескались и уже пришли в негодный вид. Смазка также и на объективах, и в фотоаппаратах высохла практически у каждого экземпляра. И нужно любой из этих экземпляров практически сдавать мастеру для того, чтобы он их всех прочистил и заново смазал. Ну, вот в данном случае, кстати, он даже работает. И насколько могу судить, даже шторки целые. Хотя я не знаю, я пытался просветить как мог, но в силу того, что с обратной стороны доступа нет к затвору, приходится изгаляться и там какими-то фонариками светить в щель. Ну, вроде как мне показалось, здесь все хорошо. С пленкой я его не проверял. У меня вот стоит второй точно такой же аппаратик, заряженный пленкой, ну, который я тоже уже, наверное, года полтора не могу, все никак руки не дойдут доснять. Ну, а вообще, вся эта концепция всех этих фотоаппаратов мне очень нравится. Они легкие, компактные, удобные, доставляют действительно такой ретро-вайб. По конструкции все-таки все это восходит к лейке, и это один из первых фотоаппаратов. Он действительно очень удобно лежит в руке, им очень приятно пользоваться, особенно если говорить про первые версии. Они более компактные, и в руке лежат еще более интересно. Вот, и доставляют настоящее удовольствие для ценителей вот такой вот неспешной съемки. Конечно, это ретро-устройство во всех его ипостасях. Ретрове, так сказать, быть не может. У него есть куча недостатков и ограничений. Но именно вот для того, чтобы покайфовать, поснимать, порадоваться жизни, почувствовать вот эту эпоху, это очень подходящий фотоаппарат. Что FET, что Зоркий, и что его модификации. Напоминаю вам, что все эти фотоаппараты, объективы и фотопринадлежности вы можете приобрести у меня в моем профиле на Авито, ссылка на который будет представлена в описании. Также там будет представлен мой телеграм-канал, в котором я выкладываю примеры фото с различных объективов, фотоаппаратов, горячие предложения и разные другие штуки, которые связаны с моей деятельностью. Кому интересно, подписывайтесь. А я всем желаю хороших кадров, удачи и пока.